Это Албания, детка. Ну Миш, что ж, всем привет. Мы начинаем наш седьмой, заключительный в этом году выпуск нашего подкаста «Это Албания, детка». С вами в эфире Дмитрий, Екатерина и Майк. И сегодня мы поговорим, а мы не будем сегодня много говорить, мы сегодня просто подведем итоги, что же нам дала Албания в этом году, чего она нам не дала, и, конечно же, не обойдется без новогодних поздравлений от проекта «Это Албания, детка». Да, текущий год был весьма интересный, ребят, на самом-то деле, если так подумать. Ведь именно в этом году у россиян пропал безвиз в Албанию. И это, я считаю, ключевая тема для очень многих людей, которые мечтали, грезили о том, чтобы приехать в Албанию. К сожалению, многие из них не приехали, и, возможно, это как раз те люди, которые смотрят этот выпуск. Так вот, друзья, да, для многих пути в Албанию закрылись. Что вы думаете на насчет? Пропал безвиз, исчезло лето. Спасибо Дед Морозу за Дед Мороз это. за это, огромное, ВВП за за это. это. Ну вот первое, значит, у нас был отменен безвиз. Что у нас за этим делом пошло дальше? Что следом? А за этим пошло дальше, на самом деле, мне кажется, повышение цен тотальное в этом году. И это не напрямую связано с безвизом, да, отмена безвиза, но повышение цен тотальное в этом году по сравнению с прошлым заметно прям во всем. И я как человек, который в Албании был последние 3 года, да, 21, 22, 23, считайте, да, я заметил, что в принципе при том же качестве жизни, да, не сильно лучше, цены повышаются довольно сильно. И это неприятный факт. А что будет дальше? А мы не знаем, что будет дальше. А дальше будет рост экономики, развитие туристической отрасли, ведь в этом году Албания приняла более 8 миллионов туристов, и часть из них наши соотечественники, причем не самая маленькая, ну и не самая большая. Вот. На самом деле, это не только статичный, но в целом русскоязычный, скажем так. Все поменялась немножко конъюнктура рынка, и теперь уже в целом русскоязычный. А это именно белорусы, казахи, украинцы. То есть, ну, как бы вместо россиян, как бы другие национальности, тоже русскоязычные, понаехали в Албанию, я считаю так. Что, в общем-то, тоже хорошо. Просто вопрос в том, что да, все меняется, все движется, непонятно в какую сторону. Насчет роста экономики я, наверное, не соглашусь. Что-то мы даже аэропорт Влёры, вот, кстати говоря, аэропорт Влёры, который сильно распиаренный был, и которому ждали буквально в следующем году. Вот, Миш, мы буквально вот ездили недавно и увидели, что там просто взлетная полоса без ничего. Терминала еще нет, зданий нет. Самое главное, хочу отметить, что взлетная полоса практически готова. И в следующем году запланированы первые тестовые приземления. Надеюсь, будем тестировать это не мы, а как бы тестировать это все будет кто-нибудь кроме нас. Вот. Слушайте, я на самом деле хочу отметить то, что цифровизация в Албании идет полным ходом. Да, у нас было очень много, в этом году нам действительно очень много проблем принесла система оформления виз, система оформления ВНЖ, много сюрпризов, интересных, ярких, безудержных эмоций, не побоюсь этого слова. Вот. Тем не менее, к концу года с чем же мы приходим? А мы приходим с тем, что если раньше для того, чтобы получить ВНЖ и визу Д, нужно было заполнять две разные заявки и заполнять туда практически одинаковую информацию, Так. то вот буквально со вчерашнего дня, может быть, чуть пораньше, меня могут коллеги поправить, нам достаточно теперь заполнить просто заявку на ВНЖ, и виза Д со всеми прикрепленными документами сформируется автоматически и автоматически сама же отправится на проверку в МИД Албании. Вот Ничего себе. такой интересный результат. И я вам могу сказать, что где-то на 50% сократилось время, которое необходимо потратить именно на заполнение этих анкет. И это очень хорошая То есть, новость для всех. то есть, подожди, получается, нужно буквально одну форму заполнить, там некоторые один раз пакет документов отправить, и автоматом оно будет как бы таким образом Да, да. В ходить. отличие от предыдущего выпуска, я сегодня хочу делиться с вами хорошими новостями. Хотя, да, в этом году цены на недвижимость, в том числе и в Саранде, действительно выросли и выросли значительно. Во многих случаях необоснованно.
Мой личный, непрофессиональный абсолютно взгляд. Мне, конечно, как владельцу недвижимости, это очень выгодно, потому что, естественно, что мой инвестиционный доход, он увеличился. Но если мы говорим про переезд, да, в Албанию и поиск недорогого, но в том числе комфортного жилья и готового к проживанию, конечно, недорогое, комфортное к проживанию жилье, сокращается его объем, и взоры наших Вариантов гораздо меньше стало. Не, ну По- вот вариантов. вот та самая Тут да. даже, наверное, можно сказать, что взоры людей все чаще обращаются не на ключевые города, Тирана, Дурус, Флёр, Саранда, да, а вот как раз уже на пригороды, и начинается заселение иностранцами, приехавшими иммигрантами, вот как раз близлежащих территорий, в которых, надо сказать, очень хорошие, доброжелательные, добросердечные люди. Ремарочка к предыдущему выпуску и моим высказываниям. Слушай, для меня будет главным показателем того, что что-то поменялось и что албанцы начали принимать, так сказать, коллективный разум приезжающих людей, когда, значит, будет приложение первое по доставке чего-либо, да, какое-то глобальное, всеалбанское, и какой-то сервис такси, потому что ни один сервис еще не пришел, и ни одно серьезное мобильное приложение вне крупных банков ни сюда никак не пришло, и не получилось никак это ничего реализовать. И я даже не понимаю, как бы даже если ты захочешь это сделать, кто бы это поддержит, я даже не могу понять, никакая компания даже не будет сказать, все же раздроблено, то есть вся страна как-то раздробленная, все отдельности, Дурес, Флёра, Саранда, все как будто disconnected полностью. И в этом Следующее плане. открытие, которое есть у меня, извините, ребят, но это очень классно получается у нас с вами сейчас. Мое следующее открытие: изучайте место, где вы живете, изучайте страну, изучайте взаимоотношения между людьми и изучайте структуру, из чего бизнес состоит, из каких людей, как они друг с другом связаны, кто на кого влияет, где кто есть. Это тоже очень важные моменты. Без этого, без участия албанцев в Албании поменять ничего не получится. Услышьте меня, пожалуйста, все наши зрители и слушатели. Потому что только житель этой страны, да, являющийся гражданином, у которого есть желание что-то поменять в этой стране, сможет вам помочь реализовать ваши идеи. Без участия албанца, наверное, но в 99,9% случаев у вас ничего не получится. Да, кстати, разбавим немножко наш выпуск. Обратите внимание, мы сегодня все максимально одеты. Мы максимально одеты. Учитывая новости последней недели, да. Да, не можем обойти это вниманием, не будем называть имен, Кстати, даже фамилий. застегнуты на верхнюю пуговицу. Да. Вот. А видите, у меня даже шея не показана, поэтому мы следим. А я шут, ситуация. как в прошлом выпуске, так и в этом такой же шут. А ты глаза закрыл, у тебя даже глаза глаза закрыл, я все Наша позиция, мы, конечно же, осуждаем происходящее. вообще везде. А какое именно происходящее, это вы уже... В Албании. А вы уже додумываете сами, да. Вот. Какое происходящее мы осуждаем, да. Не придумаем. Вот. И я уверен, что в Албании она не всем подходит. Это 100%, да, ребят? Ну, согласитесь. Да, вообще не Она подойдет не всем. Но если вы чувствуете себя здесь более-менее комфортно, и вы понимаете, что нравится вам эта страна, и вы бы хотели здесь остаться, к некоторым вещам стоит просто поменять свое отношение. Наверное, это будет мое такое новогоднее пожелание для наших зрителей. Поменять отношение к тому, как вы реагируете на то, что происходит вокруг. И поверьте мне, такая же улыбка, как у меня сейчас, с вашего лица будет исчезать все реже и реже. Вот, хороший итог, хороший. Мой итог года, что я избавился от недвижимости в Албании. Я очень счастлив, что постепенно я отрезал себя от этой страны, можем так сказать. Я не особо счастлив
всему, что происходит в последнее время вообще в мире, ну, в частности в Албании. По крайней мере, за 2 года я несколько разочаровался в ней. Хотя для отдыха эта страна прекрасная. И чтобы жить тут 3-4 месяца в году, как я уже говорил раньше, это вообще замечательная страна и очень красивая. И, наверное, по количеству природных красот, напиханных вообще по всей стране, это одна из лучших стран, что я видел в своей жизни. А я много стран видел. Вот, Скажи, поэтому... пожалуйста, прости, Дим, а в копилочке-то в твоей чуть больше зазвенело после После реализации? продажи? Да. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, не сильно. Ну, то есть инвестиционный доход случился. Отлично. Ну, некоторые, да. Катерина, Неплохо. твои выводы? Мои выводы похожи на Димины. Может быть, это связано с тем, что мы все-таки жители одного города в Албании. Меня очень сильно разочаровала Влёра, очень сильно. Вот. Хотя, казалось бы, мы должны как-то привлекать сюда людей и рассказывать про позитивные стороны переезда и релокации в Албанию. Но мне сложно изобразить какой-то необыкновенный восторг по прошествии года, того, который я здесь нахожусь. Я очень надеюсь, что все-таки именно во Влёре будут вот эти недостатки исправлены, Не потому только во что, Влёре, не только во Влёре. да, но я как бы привыкла говорить больше о тех болях, которые касаются непосредственно меня, вот, и я думаю, что это правильно. Вообще, по Албании, она меня, конечно, действительно поразила вот этим концентратом исторических мест, архитектурных памятников и природных памятников в такой маленькой стране по площади. То есть для туризма это действительно потрясающая страна, и очень вкусная еда и так далее и тому подобное. Но, например, во Влёре нет такого разнообразия еды, как даже в той же самой Саранде, да, и сервиса. Да, да. Вот. И я так поняла, я сделала вывод после поездки по стране, после путешествий, что Влёра еще очень не готова во многих моментах принимать то количество туристов, которое вот в этом году случилось с ней. То есть Влёра оказалась реально не готова. Даже если брать во внимание вот этот вот мусор, который они сжигают Чисто открытым инфраструктурно. способом, да, чисто инфраструктурно страна оказалась переоценена. То есть те цены, которые загибались для туристов в этом году, они были просто неоправданные абсолютно от слова совсем. Если в прошлом году это был настолько классный баланс цены и качества, то есть те деньги, за которые продавалось все то же самое, были в 2 раза ниже Ну, цены. не в 2 все-таки, процентов на 40. В 1,5, Да, окей. да. Меня, конечно, это все неприятно удивляет, и больше всего меня разочаровывает, расстраивает, что страна абсолютно непредсказуема. То есть изменение законодательства, какой-то рандом. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Причем чего как лучше, как в ожидать. твою сторону, так и не в Потому твою. Если подводить итоги сегодняшнего выпуска, у меня к нам с вами один большой вопрос. А что мы хотим пожелать нашим зрителям и нашим подписчикам? Вот я бы сказал так, ребята, расширяйте кругозор, путешествуйте, выбирайте страну проживания разумно. И, возможно, Албания это именно то, что вам нужно. Может быть, вам реально не так нужен прям какой-то сервис, какие-то там крутые штуки. Может быть, вы приедете, и вы офигеете от этой аналоговости, и вам она прям так зайдет, что вы скажете, да, вот это мое, я тут хочу провести, не знаю, много-много лет. То есть просто надо приехать так вот и ощутить все это вместе. Поэтому в следующем году приезжайте и оцените Албанию вот со своей стороны. И расскажите нам в комментариях, кстати говоря, как вам понравилась Албания или не понравилась. Я считаю, что вот такой итог года, ребят. В общем-то и целом. Как вы согласны с таким итогом? Или добавили бы это еще? пожелание. Пожелание, пардон. Это итог Миша, пожелания. тебя про пожелания спрашивают. Ну вот это итог пожелания. Катюш? Я присоединюсь. Я считаю, что надо осознанно подходить к выбору страны проживания. То есть, если вы решили сменить место жительства в таком глобальном плане, то это надо делать действительно осознанно.
Хотя самое интересное, что вот все, что я от Албании ожидала в плане там легализации, я это все получила и получила с лихвой. То есть мне вообще на самом деле грех жаловаться именно на то, каким путем и каким образом я получила ВНЖ, и самое главное, как мне удалось легализовать здесь сына, потому что это, в общем-то, делалось в основном ради него. Вот. И мало того, я даже совершенно неожиданно для него и для себя он получил здесь работу. 17 лет, в принципе, с неплохой для Албании зарплатой. В общем-то, как бы у меня итоги, вот предыдущий мой спич был о том, что меня в Албании разочаровало, а сейчас я, в общем-то, могу сказать, что я очень благодарна на самом деле этой стране, вот от всей души, потому что я, честно говоря, не знаю, что бы я делала, если бы вот не вся вот эта вот история. Вот. И на моем пути, слава богу, вот в легализации и возникало вообще минимум препятствий до сих пор. Ну, то, что я не могу купить купон, это все фигня, потому что я не одна такая. Вот. Купон, ребята, мы говорим про процесс иммиграции. Тут нужны покупка купонов, про которые мы не говорили, помню, в одном выпуске, но я думаю, не стоит. Говорили. Говорили? Говорили, да, мы Очень говорили мельком. уже, что да. Но я надеюсь, что это действительно какая-то техническая заминка временная, потому что просто переходит система на новые какие-то рельсы, и это такая вот, ну, temporary вещь. Я очень на это надеюсь, что это не войдет в систему, вот, и все будет хорошо, как было раньше. Вот, поэтому вот отчасти есть у меня, конечно, какие-то в плане разочарования, ну, я для себя будущего, если честно, в этой стране не вижу. Хотя у меня тоже очень удачный, как я считаю, инвестиционный кейс. И плюс мы еще здесь легализовали с моим сыном, как я уже сказала. Поэтому как бы мне... Поэтому мы вам желаем тоже Да. приезжать в Албанию и легализовываться. Да. Вот. Вот. Ну, а про туризм я вообще молчу. Это страна просто открытия. Это страна открытия, правда, реально. Ну, а я пожелать хочу нашим телезрителям, зрителям, участникам, подписчикам быть свободными в новом году, чувствовать эту свободу, избавляться от предрассудков, узнавайте мир, он такой огромный, в нем столько много интересного, необычного и непривычного для нас, что, поверьте мне, нам есть куда потратить наше время, нежели на негатив или что-то еще. Ну, естественно, мира, добра, всех с наступающим 2024 годом. С вами мы увидимся уже теперь в следующем году. Мы вас очень любим и вам очень благодарны за то, что смотрите наши выпуски. Спасибо большое. С наступающим Новым годом! Наступающим! Всем С пока-пока! Новым годом! Пока-пока! С Новым годом. Пока.